Всем привет, в эфире Sneaker Cloud. Если честно, то от количества комментариев об этой модели, независимо написано неправильно или нет, мне хотелось хвататься за голову, так как мне по-хорошему вся линейка Кайри Ирвинга нравится в первую очередь только дизайном. А особенно вторые и третьи в качестве спортивной обуви лично мне, повторюсь, лично мне, совершенно не подходит. Так что выход четвертой модели мне по большому счету был не особо интересен. Но забегая немного вперед, следует отметить, что в некоторых моментах кроссовкам удалось меня приятно удивить. Так что в очередной раз хочу выразить огромную благодарность отличному интернет-магазину funkydanky.ru. Если бы не они, то 100% этого видео не было бы в принципе, как впрочем и некоторых других. Так что крайне рекомендую зайти к ним на сайт, ознакомиться с ассортиментом, добавить пока Кайри 4 в корзину, и если же вы их так действительно ждали, то и сразу заказать. Ну что, мы начинаем обзор Nike Кайри 4. Поехали! Стоимость модели осталась неизменной, составляет $120. В России же кроссовки стоят 9200 рублей. Вопросы, почему же вырос ценник у нас в стране, лучше всего задавать официальным представителям Nike в России, так как именно они его для всех реселлеров и устанавливают. Сцепление с паркетом всегда было самой сильной стороной кроссовок Кайри Ирвинга. Вторая и третья модели в этом плане вообще идеальны даже на самых пыльных покрытиях. В этот раз за рисунок протектора отвечает некое подобие разнонаправленной елочки. И самой главной особенностью подошвы в этом году стало ее разделение на две части этаким эластичным пазом. По задумке дизайнеров он необходим для большей подвижности подошвы во время дриблинга, так как особенностью движений Кайри Ирвинга является очень сильное заваливание голеностопа внутрь, и ему требуется дополнительное пятно контакта, из-за чего наличие этого паза и рисунка протектора на кромках кроссовках позволяет Кайри Ирвингу стартовать из любого положения. Работает ли это на самом деле? Для игрока Boston Celtics безусловно. Но самое интересное, в плане сцепления модель стала хуже, чем третья, которые, повторюсь, в плане сцепления с паркетом являются идеальными. Нет, оно не ужасное и ощутимо лучше, чем, например, в Dame 4, но на пыльных крашеных досках никакого сравнения нет. И модель в плане сцепления проигрывает, например, 2017 гиперданком. Материал резины в принципе похож на прошлогоднюю модель, так что думаю, на резиновой крошке и бетоне они способны продержаться как минимум сезон. Модели Лилларда и Ирвинга идут нога в ногу. Но у производителя нарисовалась не самая лучшая тенденция из года в год менять то, что и так отлично работает. Одной из особенностей третьей модели было строение подошвы в носке, в которой использовался промежуточный слой из пеноматериала Филон, из-за чего модель отличалась очень плотной посадкой в стопе, отличным чувством корта и полным отсутствием амортизации. В этом же году промежуточная стелька выполнена из пеноматериала Кушлон. Несмотря на то, что по ощущениям это все еще не лунарлон и толщина материала осталась неизменной, но разница между третьей и четвертой моделью огромная. Дело в том, что на этот раз модель в носке довольно-таки мягкая, и после первого обувания я долго не мог понять, что здесь происходит. И самое забавное, что Кайри 4 в носке гораздо мягче, чем Гиперданк 2017 с их реактом. Сама амортизация чем-то напоминает Bounce в Dame 3 или же кроссовки Криса Пола с подулоном. Но единственное, эта мягкость совсем немного, но снижает чувство корта. Несмотря на то, что стопа по-прежнему находится довольно-таки близко к паркету. А вот если продолжать сравнивать Кушлон с Баунсом или с реактом, то он основательно уступает им в упругости. Что касается зума в пятке, он стал несколько больше и теперь определенно чувствуется. Как итог, модель довольно-таки неплохо гасит ударную нагрузку при приземлении как на стопу, так и на пятку. В плане амортизации теперь кроссовки сравнимы с Dame 4, только они гораздо мягче. Но если именно за посадку и твердость вам нравились Кайри 3, то в этом году в этом плане это уже немного другие кроссовки. В этом году верх модели выполнен из инженерного меша с нейлоновой подложкой, которая основательно мягче того же материала, что был в прошлом году. Переход на пятку представляет более классические материалы. Большинство расцветок Кайри 4 будут выполнены из замши, кожи или нубука. На носке модели теперь вместо фьюза расположен небольшой захлест из замши. Определенно в плане набора материалов в этом году все стало несколько премиальней и, если так можно сказать, немного олдскульней. И лично мне материалы в четвертой модели нравятся гораздо больше, чем в третьей. Что же касается их общей долговечности, то, возможно, в Кайри 3 они несколько прочнее, но это не точно. Но и здесь, скорее всего, все будет достаточно неплохо, так как показывает практика, и инженерный меш – это износостойкий материал. Опять же, все зависит от того, кто и как, в каких объемах использует обувь, и, соответственно, за ней следит. С первого же раза модель отлично села по ноге и не было абсолютно никакого ощущения, что на ногах новые кроссовки. По большому счету Кайри 4 идут размер в размер, но людям с широкой стопой скорее всего лучше взять на полразмера больше или же предварительно померить модель, так как они, как впрочем и третья модель, довольно узкие в зоне мизинца. Как я уже сказал, материалом верха совершенно не требуется время на разбивку, в отличие от третьей модели, которой требовалось пару тренировок. Модель сидит на ноге как перчатка и по ощущениям стала также мягче в корпусе. К тому же в пятке стало
стало еще больше набивочного материала. Что же касается вентиляции, то она показалась мне неплохой, так как сетчатый материал и в носке, и в язычке довольно-таки хорошо пропускает воздух. А вот в области пятки из-за использования замши ее как таковой нет. В общем уровне комфорта и посадки у меня никаких претензий нет. И надо отдать должное, все очень круто. Kairi 4, как и прежде, это мидкат. В плане поддержки голеностопа они все же ближе к низким кроссовкам, так как прямой фиксации здесь нет. И во многом в плане строения верха, шнуровки, это все та же модель. Даже первые две петли Flywear остались неизменными. С фиксацией стопы все в полном порядке. Нога сидит плотно во всех участках кроссовка, совершенно без каких-либо люфтов. Немного свободного пространства остается разве что в зоне над пальцами. Главное изменение в плане безопасности — это немного другое строение подошвы и посадка стопы. Во-первых, теперь она не настолько закруглена. И если честно, это была одна из главных причин, по которым мне не нравится третья Kairi. Если с отсутствием амортизации, принимая в расчет то, что это дает больше плюсов в скорости, я в принципе могу кое-как смириться, то покатая подошва — это точно не для меня. В этот раз она гораздо более плоская и шире в зоне внутренней арки подошвенного свода. Сама же стопа теперь сидит несколько ниже, чем захлёст резины мидсоли. Так же, как и в прошлой модели, здесь нет классического аутриггера для дополнительной устойчивости, но из-за той же посадки в этом плане модель стала ощутимо лучше. В середине стопы также расположена небольшая пластина, выполняющая роль торсионного элемента, препятствующего скручиванию стопы. Модель несколько труднее поддается этому движению. В пятке появился более массивный внутренний стакан. В третьей же модели как таковых армирующих элементов в ней не было. Подводя некоторые итоги, следует сказать, что как бы не смешно мне было это говорить, определенно модель мне понравилась. И по мне она стала гораздо лучше, чем прошлая модель. Единственным недочетом, пожалуй, стало только сцепление, которое стало несколько хуже, чем в прошлом году. И теперь не дотягивает до звания «лучшая тракция». Но в принципе все равно находится на довольно хорошем среднем уровне. Но во всем остальном следует отдать должное модели. Kairi 4 – отличные кроссовки. Они не такие специфические, какими были третьи Kairi, и я думаю, большинство, кому понравилась третья модель, оценят и четвертые, за одним исключением. Если главное, за что нравились тройки, это твердость и строение подошвы, здесь ждет разочарование. Кроссовки стали ощутимо мягче. Опять-таки, скорее всего, данная модель будет лидером продаж не только в своем сегменте, но и в принципе на всем рынке баскетбольных кроссовок. 100% в продаже будут появляться еще больше и большее количество расцветок со всевозможными сочетаниями материалов. И через год, думаю, пятая модель серии, скорее всего, обзаведется уже или флайнитом, или как минимум лунарлоном и уйдет в ценовой дивизион 10 тысяч плюс. Еще раз хотелось бы напомнить, что данное видео — это сугубо мое мнение о данных кроссовках. Вам же всегда рекомендую составлять свое. В любом случае, если ты еще не надумал, где покупать Kairi 4, делать это я рекомендую строго в отличном интернет-магазине funkydanky.ru. Там всегда сможешь к тому же выбрать что-то из баскетбольных аксессуаров и одежды сугубо правильных брендов. А у меня в целом на сегодня все. Как всегда, успехов на площадке и за ее пределами. До встречи в эфире.